30 тысяч евро штрафа за ношение никаба на Балиарских островах, о которых мы подробно говорили в прошлом выпуске, это были лишь скромные цветочки. На этой неделе тихо и без лишнего шума в Европе официально захлопнулась главная дверь. 12 июня 2026 года официально вступил в силу новый пакт Евросоюза по миграции и убежищу. Это не просто очередная бюрократическая декларация Брюсселя. Это самый масштабный, жесткий и, откровенно говоря, циничный пересмотр правил игры на границах за последние 30 лет. Европа официально вводит тотальный биометрический контроль, депортационные лагеря прямо в приграничных зонах и выставляет конкретный прайс-лист. Если какая-то из стран ЕС отказывается принимать мигрантов по квоте, она обязана заплатить в кассу Брюсселя неустойку. Знаете сколько? 20 тысяч евро за каждую голову. Живой товар, упакованный в современные юридические формулировки. Странное время наступило на европейском континенте. С одной стороны, ведущие экономисты в один голос утверждают: Европе как воздух нужны мигранты. Крупный бизнес кричит о катастрофической нехватке рабочих рук. Правительства бьют в набат из-за демографической ямы. Рождаемость падает. Население стремительно стареет, а пенсионные системы трещат под такой нагрузкой, что вот-вот лопнут. Если верить официальным графикам и презентациям Европейской комиссии, Брюсселю требуются миллионы новых жителей, чтобы просто удерживать экономику от падения. Но с другой стороны, сами европейцы все чаще и агрессивнее выходят на улицы, чтобы эту дверь заколотить. В Бельфасте, в Ирландии, прямо в эти дни вспыхивают жесточайшие уличные беспорядки. Полиция впервые за долгие годы выкатывает на улицы водометы против протестующих, а кварталы охвачены дымом от горящих машин. Во Франции и Германии правые партии берут исторические максимумы на выборах, открыто требуя вернуть колючую проволоку на границе. Даже в Испании, которая десятилетиями строила из себя образец толерантности и мультикультурализма, тема миграционных рисков окончательно перестала быть табу. И возникает простой, но очень пугающий вопрос. Если миграция так жизненно необходима сытой европейской экономике, почему обычные европейцы начали ее так панически бояться? Здравствуйте, вы на канале «Кому что в Испании». С вами Алекс Макси. И сегодня мы проведем жесткий независимый разбор того, почему Европа без наркоза разворачивает свою государственную машину вправо. Давайте начнем с фактов, потому что дьявол, как мы знаем, сидит в деталях испанской статистики. Испания стремительно стареет. Это медицинский факт. Рождаемость в королевстве одна из самых низких во всей Европе. Представители сельского хозяйства Андалусии и Мурсии открыто говорят в интервью: если завтра убрать иностранных рабочих, собирать урожай на полях будет некому. Испанцы на эту работу не пойдут. В строительном секторе Каталонии и Мадрида дефицит кадров. В гостиничном бизнесе на Балиарах и Коста-Браво работать некому. Экономическая логика говорит нам: нужны новые люди. Но давайте откроем другие отчеты, о которых левые политики предпочитают молчать на телевизионных дебатах. В Испании разворачивается жесточайший, беспрецедентный дефицит жилья. Согласно последним публикациям на портале «Идеалиста», стоимость аренды в Барселоне и Мадриде пробила очередной исторический максимум. Среднестатистический молодой испанец до 32 лет живет в комнате с родителями не потому, что он инфантилен, а потому что аренда квартиры съедает до 80% от его реальной зарплаты. И здесь мы сталкиваемся с главным противоречием, которое ломает всю логику Брюсселя. Если экономике нужны миллионы новых жителей, то где, черт возьми, они все будут жить? Инфраструктура здравоохранения уже не справляется. Запись к профильному врачу в системе Seguridad Social в некоторых регионах Испании приходится ждать по 5-6 месяцев. Школы переполнены. И когда обычному человеку из телевизора чиновники из партии PSOE рассказывают, что миграция разгоняет ВВП Испании на 1,5%, а этот самый человек в реальности не может оплатить аренду и не может попасть на прием к терапевту, у него внутри рождается глухое тяжелое недоверие к государству. Люди оценивают реальность не по красивым графикам Министерства экономики. Они оценивают ее по своему карману и безопасности своего района. Именно эта бытовая тревога становится главным, самым ликвидным политическим ресурсом нашего времени. Чтобы понять, куда движется Испания, достаточно просто посмотреть на то, что прямо сейчас происходит на севере Европы, в Белфасте. Крупные левые медиа, такие как «Эль Паис» или британские BBC,
подают эти события по одной и той же стандартной методичке. Группа радикальных расистов и маргиналов устроила погромы на почве ксенофобии. Они показывают горящие автомобили, разбитые витрины магазинов, принадлежащих иностранцам, и делают глубокомысленные выводы. Виноват правый радикализм. Но давайте снимем эти розовые очки и посмотрим на факты. Беспорядки в Бельфасте вспыхнули после очередного инцидента с поножовщиной. И на улице вышли не 3 калеки-радикала. Вышли сотни обычных местных жителей. Полиция Северной Ирландии официально применила водометы и спецназ. Десятки офицеров получили ранения. А секретарь по делам Ирландии Хиллари Бенн в панике заявляет о российском вандализме и атмосфере террора. Но почему порох вспыхнул именно там? Потому что Бельфаст – это классический пример региона, который европейская глобализация оставила на обочине. Там годами закрывались производства. Там дикая безработица среди коренных жителей. Там деградировала социальная помощь. Люди чувствуют себя брошенными собственным правительством. И когда на фоне этой нищеты государство начинает массово расселять мигрантов в социальные квартиры, выделяя на это миллионные бюджеты из налогов тех самых местных жителей, пружина сжимается. Миграция в Бельфасте – это не первопричина. Это катализатор. Это та самая искра, которая упала в бочку, где 15 лет копились социальная несправедливость и экономический тупик. Общество начинает громить улицы просто потому, что левые элиты в Брюсселе и Лондоне полностью отключили каналы цивилизованного диалога. Если ты недоволен темпами интеграции, тебя называют расистом. Раз так, люди берут в руки камни. А теперь, друзья, рубрика «Цинизм и фокусы иллюзиониста». Я всегда говорю вам в своих выпусках: следите за руками. Пока левая рука правительства привлекает ваше внимание яркой вспышкой, например, кадрами погромов из Бельфаста или дебатами вокруг пакта ЕС, правая рука незаметно, но очень быстро обчищает ваши карманы. Давайте вернемся в Испанию. Пока вся страна на этой неделе спорила у телевизоров о миграционных квотах, в судах Мадрида взорвалась настоящая информационная бомба, которую государственные каналы пытаются стыдливо замять. Судебные органы Испании официально открыли новое уголовное расследование по факту налогового мошенничества против Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, того самого бывшего премьер-министра Испании от партии социалистов ПСОЭ, того самого человека, который в 2000-х годах заложил основы нынешней миграционной политики, проповедовал альянс цивилизаций и открывал границы нараспашку под лозунгами абсолютной толерантности. Спецподразделение испанской полиции по борьбе с экономическими преступлениями в ходе обысков обнаружило в его личном офисе и на счетах, связанных с ним лиц, ювелирные изделия и драгоценности на астрономическую сумму – 1,3 миллиона евро. Там полный набор успешного социалиста. Редкие сапфиры, рубины, россыпи крупных бриллиантов и одно только колье стоимостью 278 тысяч евро. Судья прямо заявляет в материалах дела: Сапатеро не может предоставить ни единого чека, ни единой декларации об уплате таможенных пошлин или налогов на эти сокровища. Следствие открыто говорит: эти богатства попали на территорию Европейского Союза в обход всех таможенных и фискальных контролей. Но откуда у скромного пенсионера-социалиста мешки с алмазами? УДЭФ подняла переписки и файлы так называемых «тестаферрос» – подставных лиц экс-премьера. И там всплыли конкретные чаты и документы о праве собственности на золотые рудники в Венесуэле. Следствие проверяет данные о том, что диктаторский режим Николаса Мадуро буквально подарил Сапатеро долю в золотодобывающем месторождении в районе Эль-Кальяо в штате Боливар, где запасы оцениваются в 60 тысяч тонн золота. Вам не кажется это прекрасным? Человек, который со слезами на глазах рассказывал испанцам о необходимости делиться доходами с угнетенными народами третьего мира, получал от одного из самых жестоких и коррумпированных режимов Латинской Америки чемоданы с бриллиантами и золотые шахты. Но самое страшное для Ла Монклоа заключается в том, что Сапатеро – это не прошлое. Сапатеро – это главный теневой архитектор и международный лоббист нынешнего правительства Педро Санчеса.
Именно Сапатера регулярно летает в Каракас. Именно он организовывал тайный визит Дельси Родригес в Мадрид с теми самыми 40 чемоданами, которые не досматривали в аэропорту Барахас. Оппозиция в лице Народной партии, ПП и ВОКС, уже открыто ставит вопрос ребром. Эти венесуэльские алмазы и золото использовались для теневого финансирования избирательных кампаний действующей левой коалиции Испании. И теперь посмотрите, как гениально выстроена мизансцена. Когда правительству Санчеса нечего ответить на вопрос, почему средний класс в Испании душится налогами, почему жилье недоступно и откуда у их партийного босса Сапатера неучтенные бриллианты от Мадуро, на передовую тут же выпускаются культурные войны. Вам круглосуточно показывают сюжеты про миграцию, про расизм в Бельфасте, про необходимость защиты прав меньшинств. Общество искусственно раскалывает на два лагеря, заставляя обычных граждан ненавидеть друг друга на улицах. Пока вы до хрипоты спорите в соцсетях, Левадский монастырь продолжает пилить бюджеты и складывать неочищенные алмазы в свои сейфы. Но вернемся к новому пакету ЕС, который вступил в силу 12 июня. Это лучший показатель того, что даже до брюссельских чиновников начал доходить масштаб катастрофы. Эпоха левого прогрессивного романтизма официально мертва. Евросоюз без лишней огласки переходит в режим жесткого прагматизма 21 века. Что на самом деле написано в этом пакте, если убрать из него политкорректную воду? Во-первых, тотальная биометрия. Отныне любой человек, пересекающий границу ЕС нелегально, включая детей с 6 лет, проходит через обязательную процедуру Евродак. Отпечатки пальцев, сканирование лица, занесение в единую общеевропейскую базу безопасности. Никаких потерянных документов и выдуманных имен больше не будет. Во-вторых, фильтрационные лагеря. Создаются закрытые центры содержания прямо на внешних границах. Если человек прибыл из страны, где процент одобрения статуса беженца низкий, например, Марокко, Алжир или Пакистан, его не пустят внутрь Европы ждать суда. Он будет сидеть в этом лагере под замком до 12 недель, пока его дело рассматривают по ускоренной процедуре. Отказ и депортация прямо оттуда. В-третьих, финансовый шантаж внутри ЕС. Брюссель понимает, что Польша, Венгрия или Чехия ни под каким видом не примут мигрантов по левым квотам. Поэтому они ввели официальный штраф – 20 тысяч евро за каждого человека, которого страна отказалась разместить. Это капитуляция старой европейской системы. Они строят эти цифровые и физические стены не потому, что резко изменили свои ценности. Они делают это из панического страха. Они понимают, если не закрутить гайки на границах прямо сейчас, то на следующих выборах правые партии просто вынесут их из европейских парламентов вперед ногами. Какой из всего этого мы можем сделать вывод, друзья? Европа безвозвратно теряет свою былую неивность, как я уже говорил. Время, когда можно было бесконечно заигрывать с популизмом, открывать границы ради красивых отчетов в ООН и закрывать глаза на реальные экономические проблемы, подошло к концу. Испания меняется на наших глазах. Она становится жестче, прагматичнее и, если хотите, эгоистичнее. Новый миграционный пакт ЕС – это не временная мера, это новая реальность на ближайшие десятилетия. Правила игры для иностранцев переписываются прямо сейчас. Законы будут только ужесточаться, а депортация за малейшее нарушение общественного или правового порядка станет рутинной административной практикой. Что это значит для каждого из нас, кто уже живет здесь или только планирует переезд? Все очень просто. Правила ассимиляции стали железобетонными. Время, когда можно было приехать в Испанию или любую другую европейскую страну и построить внутри нее свой изолированный анклав, жить по законам своего родного монастыря и плевать на местные правила, безвозвратно прошло. Либо ты полностью принимаешь правила светского государства, платишь налоги, уважаешь местную культуру и закон, либо эта огромная государственная машина тебя просто перемелет и выплюнет обратно за пределы шенгенской зоны. С вами был Алекс Макси и канал «Кому что в Испании». Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового пакта ЕС и этих венесуэльских алмазов Сапатера. Смогут ли новые жесткие законы спасти Европу? Или коррупция на самом верху окончательно сгнила всю систему? Устроим жесткую, но цивилизованную дискуссию. Подписывайтесь на канал, держите свои пальцы подальше от сомнительных венесуэльских концессий. Но под этим видео лайк поставить не забудьте. До встречи в следующем выпуске. Пока.